Меня зовут Самихи и добро пожаловать на мой канал. И, наверное, как вы уже заметили, это видео будет посвящено кимчи, знаменитой корейской капусте, которую уже ест весь мир. И сейчас на дворе октябрь, это значит, что пора делать кимчи, потому что уже начинает созревать пекинская капуста. Ну, по крайней мере, это я, насколько знаю, с детства. Сейчас в любом магазине вообще можно в любое время года купить эту пекинскую капусту. И сегодня мы с вами сделаем традиционное корейское кимчи. Набралась так теоретического опыта на ютубе, посмотрела разных корейцев, которые делают кимчи. И вообще я хочу сделать две части, где я делаю кимчи, а все потому, что они будут разные. И чем же они будут отличаться? А отличаться они будут заправкой. И сегодня мы с вами будем использовать мега крутой лайфхак. Вот такой соус для кимчи. То есть мы не будем делать сами заправку, но в следующем видео мы обязательно с вами сделаем эту заправку, так как для такого традиционного кимчи нужен рыбный соус, а его не так уж и просто найти, поэтому я его заказала, и когда он мне придет, мы обязательно с вами сделаем эту заправку вместе. И в этой заправке есть все, что нужно для самостоятельной заправки. Такой соус можно купить в любой доставке, и если мы посмотрим на состав, то здесь вода, паста перца чили, сахар, чеснок, соль, паприка красная молотая, соус со вкусом рыбы, это то, что нам нужно, уксус яблочный, уксус спиртовой, загуститель, а вместо загустителя в традиционном кимчи нужно использовать рисовую муку, но специальную рисовую муку из корейского риса. Также здесь есть лимонная кислота и молочная, имбирь сушеный молотый. И я еще даже не пробовала этот соус, и я думаю, стоит с вами попробовать и узнать, что он из себя представляет. О, конечно, пахнет он интересно, но здесь еще такая крышечка. Эх. A few moments later. Итак, я открыла уже банку, и пахнет, кстати, очень интересно, а именно пахнет кимчи на самом деле. И сейчас мы возьмем... Вау! Солено и остро. Это, мне кажется, вообще то, что нужно. В прошлом году я также делала кимчи, но по какому-то там своему рецепту странному. Поэтому в этом году я буду увеличивать свое умение в делании кимчи, и поэтому я записываю это видео. И также еще бы хотела рассказать, что в детстве мы также ели кимчи, но у этнических корейцев называется чимчи, не знаю по какой причине. Моя мама в моем детстве каждый год примерно в ноябре засаливала чимчи, и мы выращивали сами такую пекинскую капусту, и просто в огромных количествах она их делала в несколько заходов, вроде как вначале солила в огромных бочках, потом смазывала все это красным перетертым перцем или перечной пастой. В общем, у нас все будет проще, и количество у нас будет меньше, поэтому давайте начнем. Если мама видит это видео, а моя мама видит это видео, то привет! И, кстати, сегодня это удача, потому что я нашла в овощном магазине вот такую зеленую капусту, потому что в супермаркетах она по какой-то причине белая и не вызывает никаких вкусовых интересностей к такой капусте, а вот эта зелененькая, сразу видно, что она свежая. И для начала я вам предлагаю разобраться вот с этими кочанами. Я буду делать из двух кочанов, потому что я не хочу делать очень много, но мы же будем делать еще одну часть, поэтому нам хватит двух. И для начала нужно правильно разрезать такую капусту, и как я уже видела, мы надрезаем вот здесь, где кочерышка, вот прям посерединке, вот так. И до конца нам не нужно разрезать, потому что мы будем это делать вот таким образом, ломая ее. И тадам, какая-то она не очень хорошая попалась. Ладно, это можно все немножечко срезать. Также мы надрезаем вот здесь посерединке, но пока, как я понимаю, не ломаем, просто надрезаем.
И сейчас я только что поняла, что хочу с вами поделиться мега крутой информацией. В детстве на протяжении многих лет, каждое лето, примерно в конце июля, мы ездили либо на поле, либо дома в огороде. Мы сажали самостоятельно с моей сестрой, с родителями, были, может быть, рабочие какие-то. Мы сажали сами такую пекинскую капусту, и это просто было интересно на самом деле, такое семейное занятие, так сказать. Сажали мы в огромных количествах, и я знаю весь процесс роста такой пекинской капусты, самой семечки, и что дальше нужно делать, чтобы вырос нормальный качан пекинской капусты. И, наверное, не у каждого в жизни был такой интересный опыт. И теперь нам необходимо всю нашу капусту тщательно промыть в холодной воде, прям каждый листочек, чтобы никаких зверей тут у нас не осталось. Ну и так как у меня нет какого-то огромного таза, зато у меня есть вот такое огромное пищевое ведро. Сюда я буду складывать сейчас капусту, которую буду просаливать. И когда я капусту делала в прошлом году, тогда я засаливала ее и оставляла на 2-3 дня просаливаться. Но сегодня будет какой-то мега быстрый рецепт. В этих рецептах никто не оставлял на 2 дня просаливаться капусту, оставляли на 2 часа, и поэтому сегодня я сделаю то же самое. Для начала нужно брать соль в руку и промазывать каждый абсолютно листочек, чтобы она очень хорошо просолилась. Ну и также советуют брать большую, крупную соль. A few moments later. Я засолила капусту, и каждые полчаса необходимо переворачивать эти полукочаны, и тогда, когда капуста просолится, она даст воду, и вернемся через полчаса. Пока капуста солится, я займусь приготовлением основного соуса. И я решила не ограничиваться тем, что есть уже в соусе, поэтому я добавлю также еще чеснока, потому что любое корейское блюдо без чеснока не является корейским. Поэтому чем больше чеснока, тем лучше. Также у меня есть имбирь, который нужно добавить, но я думаю, что я его добавлю лучше во второй части, когда буду делать уже самостоятельно соус. Также нам необходимо нарезать дайкон, именно дайкон, никакую другую, и морковку. И все это необходимо нарезать очень-очень тонко. Чем тоньше нарезать, тем будет вкуснее. Конечно же, можно воспользоваться шинковкой, если она у вас имеется, но так как у меня ее нет, я буду это делать все ножом и руками. И я нарезала ровно половину редьки, я думаю, этого достаточно. И вот, кстати, вот столько у меня получилось уже. И сейчас я порежу лук. И посмотрите, какая классная тарелка получилась. Она очень радужная. И сейчас необходимо натереть будет чеснок. Я взяла 5 зубчиков чеснока и натру их на мелкой терке. А тем временем прошли первые полчаса, и сейчас мы перевернем нашу капусту. И листики капусты уже стали более такие мягкие. Это значит, что процесс соления пошел. И кажется, сейчас будет один из самых интересных моментов. Это мы будем подготавливать наш соус к капусте. Все вот эти нарезанные нами овощи смешать в одной большой чашке. Есть ощущение, что я готовлю какой-то салат. И берем наш соус кимчи. И вот вам его поближе покажу. И, кстати, интересно, что делают в Московской области, в городе Люберцы. И честно, я не знаю, сколько необходимо наливать, но налью я побольше, чтобы было покраснее все, выглядело поинтереснее. Что ж, поехали.
И если честно, пахнет вся эта смесь остро. И кажется, этот кимчи будет мне по вкусу. 2 hours later. Ну что ж, прошло достаточно времени, чтобы уже можно было смазывать капусту смесью, которую мы сделали с вами ранее. Как я вижу, капуста себя чувствует очень отлично. И теперь необходимо капусту очень хорошо помыть в холодной воде, так же как мы хорошо ее солили, только теперь эту всю соль нужно также хорошо смыть. И вот посмотрите, как себя капуста сейчас чувствует. Она очень стала какой-то как будто бы маленькой. И листики у нее, ну, прям очень мягкие. А это признак того, что она очень хорошо просолилась. И она практически разваливается у меня в руках. Итак, у нас все готово для делания кимчи. Это капуста, наша дикая смесь. Также я еще накопала перчатки, потому что просто руками это сделать, как мне кажется, невозможно. Если мы не используем перчатки, то мне кажется, что руки будут очень сильно гореть. И давайте начнем смазывать нашу капусту мега тщательно. И я предполагаю, что начать нужно вот с этих крайних листочков. И вот такой у нас получился кусок капусты. Также я подготовила контейнер, и туда мы сложим уже смазанную капусту. И, кстати, этой смеси вообще не нужно жалеть. Чем больше вы намажете, тем вкуснее будет в итоге. Ну и, конечно же, без бардака здесь не обойтись, но это такое мероприятие, когда всегда не очень чисто будет. И, к огромному сожалению, у меня очень мало осталось этой смеси, а впереди еще 4 четвертинки. Поэтому в оставшуюся смесь я просто добавлю этот кимчи соус и все. A few moments later. Просто посмотрите, какое кровавое месиво у меня на клеенке для стола. Просто вот эти вот все пятна красные, и, кажется, клеенке пришел конец. В итоге у нас получился вот такой огромный контейнер с кимчи, и мне кажется, выглядит просто очень круто. Я знаю, что для кимчи есть специальные контейнеры, но у меня нет специального контейнера, у меня есть вот обычный вот такой контейнер, и я его просто закрою и оставлю примерно на 2 дня, 1,5-2 дня, при комнатной температуре, чтобы он немного забродил, и потом уже можно убирать в холодильник, и в этом весь смысл кимчи. Ну что ж, я закончила делать кимчи, и уже на улице как-то темно, я не могу установить нормально свет. И там, где я смотрела рецепт кимчи, женщина, она сказала, что какое-то кимчи она просто убирает мариноваться, а свежее она обязательно ест. Я смотрела видео, когда корейцы делают кимчи, они обязательно собираются семьями, потому что делают в огромных количествах кимчи на всю зиму, и после того, как они все сделают, они обязательно собираются выпить и съесть свежего кимчи. И сегодня я бы хотела с вами тоже попробовать такое свежее кимчи. Просто я не могу налюбоваться, оно реально как на картинках получилось, такого у меня еще не получалось. Для этого я подготовила рис, посыпала сверху листом нори. Спустя энное количество времени мне удалось установить цвет. Теперь давайте же попробуем наше кимчи.
Если честно, я никогда не ела свежее кимчи, и оно даже свежее, классное. Я не знаю, наверное, весь секрет в этом соусе, но мне прям нравится очень. В меру остро и в меру такой вот вкус. Кисленький даже есть и очень классно. Ну а теперь давайте завернем все в лист нори. Сделаем такой мини-кимпап. Кимчи. Это просто мега вкусно. Я не понимаю, в чем секрет. И если вы хотите приготовить кимчи, то попробуйте обязательно такой соус, потому что это классно. Я пока не готовила именно кимчи традиционный, где я соус буду делать сама. Но пока этому я ставлю лайк. И если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, пробовали ли вы вообще кимчи в своей жизни. Смотрите мои прошлые ролики, потому что они также классные. И уже увидимся в следующем видео. Аньон!